Всем привет! Сегодня поговорим про программу ARP. Как вы знаете, ее еще не продлили. Но я бы хотел вам показать один ролик ирландской блогерши, которая здесь в ТикТоке, у нее 210 либо 220 тысяч подписчиков. И она говорит свое мнение и о том, что к ней многие обращаются, с претензией. И, вы сами все увидите. Я даже немножко заморочился, что я сделал. Я взял ее ролик, скачал и с помощью нейросети перевел на русский язык. То есть там будет озвучка сейчас русская. То есть я вставлю, вы посмотрите и напишите в комментариях свое мнение, права ли она или нет, либо нужно все делать по-другому, ее претензии несправедливы. То есть вот интересно ваше мнение. Свое мнение я скажу, что я с ней в чем-то согласен, потому что есть такое немножко неравноправие, я так скажу, по отношению к другим. Кто-то скажет, что ну как это, у ирландцев есть хаб, есть свои программы для своих граждан, там социальные дома, вот этот хаб, да, еще, где тоже они помогают оплачивать за жилье, но не забываем, они граждане этой страны. С ними, к ним нам равняться, на них нет смысла. Дальше. Вот у международников им выдают потом квартиры, они полгода там или годик покентуются, перекентуются в этих лагерях, и потом у них там жилье, дома дают тоже, квартиры. Да, но они же подавались на международную защиту. Наша защита у украинцев это temporary protection. Кому мешал подаваться сразу на международную? В 2022 году международную защиту, кто подавался, сразу приехал из украинцев, многим одобрили. Есть такие кейсы. Но потом, да, все немножко законсервировали. То есть люди подаются, но их заявку, наверное, откладывают в отдельную папочку. Почему? Я скажу. Потому что у человека уже есть статус. По факту, статус temporary protection, временной защиты, он лучше, был, да, до, не знаю, 2024 года, когда максимально все уже урезали. Но здесь уже получается выгода. То есть человек уже перепрыгивает с одной программы на другую, потому что ему будет так удобнее, лучше, комфортнее. То есть он хочет больше получить себе дивидендов. Я так думаю, что там в правительстве так думают. Это, обратно же, мое личное мнение. Не нужно судить, там как-то обижаться, что я пытаюсь там украинцев как-то, да, очернить, либо говорить только плохое. Нет, просто, есть какое-то в этих словах, которых она скажет, есть какая-то правда. Потому что, есть какой-то дисбаланс. Если бы эта программа работала, знаете, как во многих странах, вот по типу, вот я скажу свое мнение, как бы это было бы нормально. То есть, например, первые полгода человек живет полностью, да, ничего не платит. Потом, после того, как он полгода прожил, он уже оплачивает 50%. То есть в нашем случае это было бы, да, 400 евро. Проживает год, он уже после платит 70% от суммы. После полтора года, да, все, он уже должен оплачивать полную сумму. Если он не может, то все, он покидает это жилище, и на его место, если там лендлорд хочет, приезжает другой человек. То есть это было справедливо. То есть человек тогда суетился бы хоть как-то. Когда человек знает, что год, два, три или вообще бесконечно он может жить бесплатно, то он же не будет шевелиться. Но честно, многих вот эта вот программа, она не дает им нормально развиваться, потому что не знает, стоп, мне этих выплат хватает на есть, поесть, на, скажите, на одежду, там, на где-то попутешествовать даже по Ирландии, что мне еще надо, зачем мне суетиться? И еще я заметил такую тенденцию. Многие пишут, смысл оставаться в этой стране, если отменят ARP программу. Потому что как это? Мы вот работаем, да, и получается, что если, например, в Дублине 2000 будем отдавать просто за жилье, получается одну зарплату полностью. Какой смысл? Какая выгода? Понимаете? Ирландцы все это читают. И многие так реально рассуждают, что им должны. Я еще раз повторюсь. Temporary protection, временная защита в самой защите, уже ответ, это все временно, понимаете, как и девушка, она беременна временно, то есть потом родится ребенок и все пройдет, то же самое и здесь. То есть Ирландии просто нужно было немножко, не то что такой лайтовый вариант, немножко сделать, как я, вот, да, что ARP тоже было не бесконечно, то есть чтобы людей, вот как социальное жилье, да, 3 месяца, но могли сделать ARP полгода. Человек бы реально полгода пытался, вырывался бы, чтобы потом найти работу и потом оплачивать эти 800, это по меркам Ирландии, это мало за жилье платить. То есть реально человек смог бы суетнуться и сделать для себя хорошо. То есть получается, что программа в чем-то тормозит. Дальше, в чем еще несправедливость? В том, что, например, моя семья, мы с вами снимаем с первых дней,
тут куча семей вокруг, которые живут по ARP, у которых дома круче, чем наш, лучше, и они тоже работают, и по факту мы отдаем 750 евро в месяц за жилье, они эти деньги не отдают. То есть они их могут отложить, потратить на детей, потратить на себя, на путешествия, на еще что-либо. Понимаете, да? То есть вот так вот получается. Это тоже немножко дисбаланс. Кто-то скажет, ну это твой выбор. Да, правильно, я хочу, чтобы мне было комфортно, я хочу, чтобы я был хозяин своей квартиры, я не хочу, чтобы ко мне наведывался лендлорд, чтобы он указывал мне, что делать, там что-то помогать, негромко ходить, либо жить с ним вместе, либо чтобы он рядом жил. Мне так некомфортно, сразу говорю, да. Я такой человек комфорта, так что, ну и свободы. Мне лучше так, да, это мой выбор, но обратно же я думал, что ее отменят в любой момент. Если бы я знал, что эта программа бессрочная, например, ну, понятное дело, что я бы, наверное, пошел бы и воспользовался нею. Ну, так как я не знал, когда она будет, когда ее закрою, да, то я всегда, ну, мы решили с женой, что мы лучше будем сами снимать, чтобы обезопасить себя от того, что нас потом в любой момент могут на улицу послать, и все. А мы расслабимся, и все, будем сидеть, и потом не знать, куда бежать. Итак, проблемы с жильем. Где его потом брать, если тебе скажут в течение 2 недель, пожалуйста, покинь это помещение, этот дом, эту квартиру, эти апартаменты. Что потом делать? То есть с этой точки зрения, да, конечно, кто откажется от бесплатного проживания? Ну, никто, только дурак. Ну, по факту это так. Но я хотел обезопасить свою семью, раз, и два, мы думали, что, ну, эта программа будет не так долго продолжаться. Я уже в 2023 думал найти тоже по ARP, да, почему и нет. Все находят, сейчас около 40 тысяч украинцев живут по этой программе. Понятно, что они не могут в один момент щелчок пальцев и программу убрать. Нет, так не будет. Ее примут 100%. Сказали, что до конца февраля она будет принята, то есть министр сказал. Но он уже там сказал помарочку о том, что будут с изменениями. То есть, значит, изменения какие-то будут. Еще, я считаю, изменения можно сделать какие? Это для тех, кто работает. Но если вы работаете, ну платите вы эти 800, как мы 750. Все. Претензий у меня нету к инвалидам и к мамам, которых там 2-3 детей и более, да, и пенсионерам. Но обратно же, если эти пенсионеры живут сами, они со своими семьями, которые тоже там работают, либо сидят на социале, и тоже, то есть, с этого делают выгоду. То есть нужно тоже, да, делать какое-то равноправие. Ирландия социальное государство. То есть она всех максимально пытается уравнять. И сейчас те, кто живут по ARP, они, получается, выше многих беженцев, даже тех же ирландцев. Если 2 семьи живет, одна по ARP, а другая ирландская семья снимает жилье, то вдумайтесь, и те работают вдвоем, и те работают. Только те платят за жилье, например, 1000 евро, а другие не платят, потому что они живут по программе ARP. Это немножко несправедливо. Если ты работаешь, то плати. Это лично мое мнение. Если не платишь, сидишь на социале, то обратно же можно каких-то 100-200 тоже отдавать. Как вот за питание отдавали. То есть это нормально. Я не говорю по десятке, по 5 в день. Да, нет. Ну хотя бы минимальный какой-то платеж тоже можно вносить. То есть каждый должен быть немножко в напряжении. Людей нужно держать в напряжении. Как вот говорят международники. Так международников и держат в напряжении. В этих центрах специально, потом дают разрешение на работу. И чтобы выбраться ему с этого центра, ему нужно быстрее суетиться, учить язык, чтобы выбраться с этих лаб, да, с этих плохих условий, там, с этих всех вот этих вот лагерей, общежитий и так далее. Они пытаются, реально, я вижу много уже тут кейсов, и не то, что знакомств, просто так, да, ну, знаю, что люди эти так, ну, как международники приехали, и что реально они жили там по 8, по 9 месяцев в центрах, и потом вот так вот находили работу, и к нам вот в комплекс наш, да, многие поприезжали, то есть выбрали сами, нашли работу, работают и снимают сами жилье. То есть есть стимул двигаться вперед, развивать себя. А когда тебе все вот так на блюдечке, и ты еще знаешь, что тебя не выгонят там год, 2, 3, то, понятное дело, человек начинает тормозить, человек начинает, ну, как-то деградировать в общем и целом. Это лично моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Я еще раз повторяю, я не говорю, что нужно отменить сразу эту программу под корень и все, всех на улицу. Нет, конечно. Но все должны понимать, что она не может длиться вечно, это первое. И второе, что чтобы людей подготовить, нужен какой-то переходный период и понемножку, по чуть-чуть начинать те, кто работает, платить. То, все, 5, 10, и потом, конечно, немножко это все прикрыть, либо, как говорят, вообще распространить ее на всех, и на международников в том числе. Но это
обратно же палка двух концов, тогда будет очень большая конкуренция, там, индусы и так далее, эти люди вообще, там, филиппинцы и тому подобное, бразильцы, они вообще неприхотливые, они не пьют, так и не курят, они не бушуют, они вообще спокойно живут. Я думаю, что ирландцы в большей своей части будут выбирать потом этих уже беженцев, а не украинцев, потому что, давайте будем честны, много историй, их очень-очень много, где конфликты, гарда, драки, скандалы, выпивка и так далее, тому подобное. Не все, но их много. Много. У нас такой менталитет, что любит собраться, шашлычки пожарить и начинать устраивать, да, бои без правил, либо качать друг другу права, кто правый, у кого красивее жена, кто больше зарабатывает, вообще, кто в общем и целом прав. То есть это есть. Вот эти все индусы, да, они более такие сплоченные, там, пакистанцы, они такие более реально сплоченные, им много не надо для жизни, они такие непривередливые ни в чем. Ну, я так знаю, пару, да, так вот сдалека тоже, и видно, что вот они живут такой обычной, простой жизнью. Обратно я заговорился, не знаю, как сделать короткий ролик вот в таком формате, да, чтобы объясниться, рассказать свою позицию, чтобы вы понимали, что я не против этой программы, но эта программа не должна заигрываться так сильно, то есть она людей расслабляет, но это реальный кейс, это правда, что людей расслабляет. Ладно, давайте смотрим видео этой блогерши, и потом я прокомментирую то, что она сказала. ARP или Ashchomodation Recognition Payment была введена почти 3 года назад. Это была экстренная выплата для людей, прибывших из Украины, чтобы предоставить им убежище почти сразу после приезда. Это означало, что людям, предоставляющим жилье приезжим из Украины, будь то дом, совместное проживание и т.д., выплачивалось 800 евро. Однако программа должна закончиться в марте. И пока правительство ничего не говорит о ее продлении или изменении. Но многие люди обращаются с просьбой. Если кто-то из украинцев работает в Ирландии полный рабочий день, то почему он получает 800 евро в месяц на аренду жилья? Это означает, что ирландец или любой другой работающий человек находится как бы не в равных условиях. Потому что, например, у вас есть 2 семьи. Обе семьи получают по 2000 евро в месяц. Это домашняя зарплата. Одна из них получает помощь в размере 800 евро на оплату жилья, а другая – 0. Тот, кто получает дополнительные 800 евро, имеет преимущество, так как может предложить больше, в то время как тот, у кого их нет, не может позволить себе платить больше. И это действительно не делает ситуацию справедливой ни для кого. Конечно, чрезвычайные ситуации должны происходить в чрезвычайных обстоятельствах. В настоящее время мы находимся в чрезвычайной ситуации с жильем. И это так сложно. Я не могу назвать вам количество людей, которые ежедневно и еженедельно обращаются ко мне в DM. Это так плохо. И многие люди удивляются, когда пишут мне: «Не могу поверить, что меня выселили, а мне некуда идти». Я отвечаю, что говорю об этом уже давно. Кризис реален. Но когда люди разного уровня конкурируют между собой, это становится невозможным. Поэтому я понимаю, почему некоторые люди считают, что это очень несправедливо. И это создает такое разделение, такую проблему. Никто из Украины не хотел уезжать. Никто не хотел приезжать сюда. Никто не хотел здесь работать. Они хотели остаться дома. Их заставили уйти, работая на полную ставку. Должны ли вы получать 800 евро дополнительно к арендной плате, в отличие от тех, кто потенциально работает на той же работе и ничего не получает за аренду? На данном этапе это кажется несправедливой системой, и что-то должно измениться. Но это должно произойти в конце марта, и я не знаю, что будет со всеми людьми, которым это точно нужно в конце марта, потому что правительство буквально не дало никакой ясности. Так, ну что, посмотрели это видео, делайте выводы сами. Девушка, блогер, да, ирландка, вот так сказала. Я считаю, что ничего плохого так она в общем и целом не сказала на украинцев, да, у нас немножко дождик, если будет что-то, шум какой-то, то знаете, что тут у нас капает чуть-чуть, и солнышко, и дождик, все вместе. Я скажу так, я ее мысли в чем-то поддерживаю, потому что есть просто несправедливость в этом. Кто-то скажет: ну, так как это, ну, мы же тут именно временно-то, пусть временно уже до конца и дают все. Но потом люди что, когда отменят вот так вот в момент, что будут говорить о Ирландии? Уже говорят, сколько людей, уже начинается негатив подниматься. То есть вначале был только позитив, френдли,
изумрудный остров, все зеленое, все хорошее. Потом началось, когда, значит, сказали платить за питание, уже, и потом, когда лагерь, и пошло, я прям вижу негатива больше, и начинает все, каждый уже обговаривать, вот ирландцы живут десятилетиями, и там, и все остальные тоже получают социальные дома. Ну, они все приехали, либо про ирландцев я вообще молчу, они имеют на это право. Они что хотят, то и делают в своей стране. Хоть все не работают, и вместо них будут все остальные гастарбайтеры мантулить. И они будут сидеть просто социал получать и какие-то еще дивиденды, да. Это их право, это их страна. Они делают, что хотят. Будет у тебя паспорт Ирландии, тоже будешь претендовать и на хаб, и на социальные дома, и на все вот эти вот, да, плюшки. Они это заслужили просто по праву рождения. Но обратно же не забывайте, все эти плюшки дают кому? Малообеспеченным семьям. То есть вы должны все равно сидеть на социале. То есть вы должны все равно ни хрена не делать максимально, либо делать видимость, там работать неполный рабочий день, чтобы вам какую-то программу одобрили. Если хотя бы один человек работает полный рабочий день, то ни хрена вам никогда в жизни вам никто ничего не одобрит. Вот так вот. То есть тут все тоже работает в таком ключе, что только тем, кто не может себе позволить, одобрят хаб. То есть, кто мало зарабатывает, одобрят рент-суплемент. У кого плохие условия, много детей и так далее, не может себя там обеспечить нормально, социальный дом дадут. То есть, да, должны быть критерии. Нам пока это недоступно, потому что временная защита, потому что мы здесь в вот этом вот статусе. Даже международники, да, они выше статусом, когда им одобряют, то да, им каждый день уже засчитываются в натурализацию, то есть они полностью уже с каждым, как говорится, моментом все больше и больше интегрируются, и им все засчитывается, все, что они делают, им уже галочку ставят. Нам непонятно, куда эти галочки ставят, хотя многие украинцы столько сделали за этот период, что многие за 10, 15, 20 лет проживания не сделали того, что сделали уже многие украинцы. Так что, ну, открыли бизнесы там, и различные диссертации написали, и уже подтвердили свои дипломы, и много-много-много чего, да. То есть не все сидят на одном месте, но многие, да, многие застряли в этом ARP и не хотят никуда продвигаться. Нет, им удобно, хорошо, но как только его отменят, сразу же будет негатив. Как так, как они могли, как они посмели, ну как, ну легко и просто. Проблема украинцев, украинских беженцев в том, что слишком многие люди привыкли к этому всему, и у них теперь в голове нету альтернативной какой-то реальности. Есть только вот эта вот реальность, выплаты, либо работа, но бесплатное жилье, либо ARP. То есть вот это есть парадигма, вот это вот есть, да, видение ситуации, вообще жизни в Ирландии, что она такая beautiful. Нифига не beautiful. Как вы только пойдете на свои харчи, в каком-то Дублине или под Дублином, да, где будете платить по 2000 за рент, просто за дом, то все, розовые очки снимаются, и все, и ты такой, вау, что тут делать? Почему многие поуезжали в Болгарию, уже в Румынии, в Словакию, в Хорватию и так далее, многие поуезжали туда, и говорят, класс, что дешево, все дешево, максимально, когда люди сравнивают цены, просто там смотришь реально. Там квартиру можно просто за 300-400 евро снять, там, с евроремонтом, со всеми плюшками, все класс. Тут за 400 ты собачью будку только снимешь. Да, есть такой момент. Но так в этом есть специфика этой страны. И здесь, когда ты живешь сам за свой счет, здесь очень сложно. Очень сложно, если ты работаешь, все снимаешь, либо ипотека, машина в кредит, и ты постоянно практически на тоненького. У ирландцев мало сбережений. Только если там от бабушки, прабабушки какой-то домик упадет, либо какое-то наследство, да, либо семейный бизнес. А так, ирландцев, у них за душой, поверьте, у многих украинцев под матрасом больше отложено денег, чем у ирландцев. Вот 100%. Они вообще, раз, не экономные, и два, они не собирают. Они вот так, раз, и на тоненького везде. С карточки на карточку, туда пополнить, то заплатить. То есть вот так вот они двигаются. Не все, конечно, ну, большая часть вот так вот. Это, ну, мои наблюдения, может, я ошибаюсь. Понимаете, это мое видение, мое мнение, оно не должно, как говорится, оно не озвучивает мнение всех там украинцев, либо всех людей. Нет, это лично мое мнение. Я могу его высказать, и многие злятся от того, что, ну, как вот он такое говорит. Ну, потому что, ну, мнение мое, ну, мой блог, мой влог, моя камера, мой ТикТок, да, мой аккаунт, мой YouTube. Ну, я что,
что хочу, то и говорю. Я же не нарушаю никаких законов, я просто рассуждаю, высказываю свою мысль, свое видение, свои какие-то наблюдения, и все. То есть я желаю всем украинцам, да и вообще всем беженцам и всем людям планеты только позитива, счастья и мирного неба. И крепкого всем здоровья. Я всем этого желаю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу, обратно же, этого видео, по поводу программы АРП. Как вы думаете, продлят ее, то понятно. Ну, на каких условиях? Интересно послушать, ну, экспертное мнение, да. Как ее изменят, либо не изменят ничего, либо снизят сумму, либо все будет так, как и было до 31 марта 2025 года. Это та дата, до которой сейчас АРП работает, да. То есть, возможно, ничего и не изменят, и все останется так, как и было. Всегда на связи, всегда держу в курсе.